Всем привет! Многие девчонки задаются вопросом и самим себе, и мне часто спрашивают, как я вообще подбираю ткани, как я прихожу к таким образом, как появляются все вот эти детали на нарядах моих девочек. И надеюсь, после сегодняшнего эфира вам будет немного уже этот процесс более понятен. Девочкам многим кажется, что это происходит само собой и очень легко мне дается, но на самом деле это не совсем так. Да, я просто сегодня уже не стала ее переодевать, решила напоследок полюбоваться ей. Сейчас я сниму. И можно, не знаю, вы напишите, кому интересно, могу пару слов сказать именно о корсете. Идея с корсетом пришла мне не сразу. И тоже, может, кто-то знает, а кто не знает, скажу, что прообразом этой куклы стала вот эта бумажная девочка. И вот, когда я еще летом работала над коллекцией этих бумажных кукол, мне очень понравилось сочетание вот таких темно-фиолетовых цветов для этой Белоснежки, и я использовала вот этот принт. Это бумага Тильда, самая первая коллекция. В общем, кто в Тильде разбирается, я думаю, узнал. Про корсет. И это бумага Тильда, и когда я уже начала работать над Белоснежкой, мне почему-то прям вот захотелось и использовать эту ткань из самой первой коллекции, тоже Тильда. И такого цвета я, к сожалению, нигде не нашла. Я написала всем, кому знала. Из тех, кто продает Тильду, никто мне не смог. И здесь вот в Ленобласти наша девушка, которая согласилась таки мне продать кусочек вот такой ткани. И я считаю, это очень здорово, что бумажный эскиз на бумаге практически вплотную воплотился в реальности. Да, я сначала хотела сделать комбинезон, но когда взяла эту ткань и начала поприкладывать, я поняла, что из этого получится шикарный корсет. И корсет я тоже шила в первый раз. И мне показалась эта идея интересная и более выигрышная. Вот так вот на этой Белоснежке появился вот такой корсетик. Вот. И вот такая интересная история вообще, почему выбор пал вот на эту ткань. Вот. И почему в процессе я отказалась от работы именно с вот такими цветами, потому что когда я начала прикладывать ткань, поняла, что, ну, я не знаю, согласитесь вы или нет, мне показалось, что в таких цветах Белоснежка выглядит немножко вульгарной, если честно. Вот. Я хотела делать ей воротник, очень сложные рукава, тоже отрезное по талии, и вот с каких-то вот из таких фрагментов именно ткани сложить платье. То есть, ну, вот как-то вот так вот сделать платье более такое привычное к образу Белоснежки, который, мне кажется, у многих сложился после диснеевского мультика. И я вот не исключение, мне хотелось сделать что-то подобное. Ну вот, походив несколько дней, да, и пообдумав, поделав эскизы, я все-таки решила отказаться от этих тканей, хотя они очень красивые. Но мне кажется, я сделала правильный ход, отказавшись от вот такой
цветовой гаммы. И тогда я пришла ко второму варианту, к своему, можно сказать так, в последнее время любимому. Я не помню сейчас, специально я достала вот эти ленты Тильда или ну, в творческом бардаке они как-то сами собой оказались рядом с Белоснежкой. Корсет и яблочки, вот эти инкрустации стразами, все это уже было сделано на мастер-классе, поэтому вот так вот приложив ленты, я подумала, что это может быть очень интересным сочетанием, хотя многие скажут, что вполне возможно в Белоснежке очень много розового. Не знаю, думаю, каждый из вас имеет право на свое какое-то мнение. Я просто хочу еще объяснить, да, почему я в итоге отказалась от идеи шить наряд на мастер-классе, потому что, как видите, это было бы довольно сложно, так как я очень долгое время не могла именно определиться с выбором даже ткани. Даже точно сейчас ее трудно даже в другом наряде представить. Мне кажется, что этот наряд очень гармонично подошел ей. И так как я, видимо, такой человек, который не ищет легких путей, а очень любит придумывать себе сложности, я начала сшивать просто вот эти ленты и делать из них такой собственный кусок ткани, хотя этот способ я уже использовала, когда создавала наряд для Ильсы. Это Тедди Долл, она такая в цирковом стиле, но там я использовала все разные ткани. И наряд получился очень интересным, красочным, живописным. Его очень интересно даже мне было разглядывать после пошива. И поэтому, вспомнив то, что я получила удовольствие от процесса, когда сшивала эти ленты, я решила попробовать тот же метод и в платье для Белоснежки. И дальше у меня, конечно, встала проблема, с чем сочетать вот эту ткань. Вот это дополнительная лента, это тоже лента, это кусок сари. По-моему, 2 года назад я проводила мастер-классы в чудесной студии Хобби Декор, это в Москве, на Арбате. Я думаю, многие девчонки, кто из Москвы и кто любит ездить на мастер-классы, знают эту студию. Вот. И так как ребята, Даша и Андрей, продавали там материалы, у них лежали в коробке вот эти полоски от сари. Я не знаю материал, но мне кажется, что это шелк. Очень интересный мелкий рисунок. И в те дни и часы, когда я подбирала компаньона к этой основной ленте, я, наверное, перебрала дома у себя все, что можно было. И я никак не могла найти дополнительный цвет. Да, я даже вот хотела вот эти присматривала. В принципе, мне тоже нравилась идея ввести вот такой сложный оттенок зеленого. Вот. Но меня остановило то, что эта лента довольно грубая. Я побоялась, что в итоге платье будет довольно жестким. Но думаю, если бы я в конечном итоге не нашла вот эту ленту от Сари, я бы, наверное, остановилась все-таки вот на этой ленте. Здесь я расшила только центр цветочков, так как мелкий рисунок, не хотелось забивать его бисером. Вот. И, как я говорила уже в четверг в эфире, это платье, оно такое уникальное, не платье, сарафан, или платье-сарафан, да, у него вообще нет лекал. В принципе, здесь невозможно их сделать, потому что все платье целиком, кроме подклада, вот, сшито из
лент. В основном, да, процентов 90 здесь тильдовские ленточки, вот такие узкие. И, ну, вот это основная с розами. Если честно, я еще немножко экспериментировала, вырезая вот эти розочки, хотела сделать их на корсет. Но мои эксперименты показали, что вот эти нитки очень легко вытаскиваются. И так как это нижний комбинезон, я знала, что под него, да, будет одеваться еще одежда. Я думаю, что со временем, если бы я его сделала, эти нитки просто бы все обтрепались и в конечном итоге это был бы такой неопрятный, потрепанный вид этой розочки. Поэтому эту идею я отмела. Вот такие узенькие ленты я использовала. Мне нравится, что, во-первых, они двухсторонние, да, не нужно было подшивать. Вот она, потому что даже если где-то видна изнанка, она тоже очень красивая. Кстати, мне кажется, в принципе, Тильда разработала эти ленты так, что их можно, ну, равно использовать и на лицо, и на изнанку. Нет, Марин, дело не в том, что я все это сделала, края. Я имею в виду, что здесь сами, ну вот такие ниточки, они очень плохо закреплены на изнанке. И они бы просто потом со временем повылезали, скорее всего. Если бы было, ну, трение, если бы покупатель, например, часто переодевал куклу. В наряде, да, даже вот в декоре я использовала красную тесьму и сделала сама вот эти кисточки, которые мне очень нравятся. Кстати, может, вы согласитесь, может, нет, есть в этом наряде какой-то отсыл к азиатской теме, мне кажется. Кисточки, такой цвет, как-то золото. Вот, и по низу я сделала такую ненавязчивую тесемочку. Я не хотела делать что-то яркое или наоборот большое, ну или широкое, большое, широкое, чтобы не начинала спорить, да, с основным таким цветом и контрастным. Тоже довольно долго мне пришлось поискать тесемочку. Это, кстати, край. Всего лишь тесемочки на самом деле довольно широкая. Да, что-то восточное. Вот, и вот эти шикарные бусинки, о них тоже можно сказать пару слов, потому что на самом деле это бусы. Я купила их как раз перед вот этими новогодними распродажами. Я их заприметила очень-очень давно. Как раз-таки, когда только вот в конце осени начинала готовиться к мастер-классу, разрабатывала вообще эскизы, идеи, обдумывала, какой будет Белоснежка. И на самом деле здесь, не знаю, передает камера, но очень красивый синий такой сиреневый оттенок. Попробую показать. Их. Это были вот такие бусы. Мне понравился их фиолетовый отлив. Они отлично дополняют вот этот синий, ну, голубые вставочки, поэтому я не отказалась от идеи и пришила их по низу. Тут, да, надо сказать, что у платья обязательно есть вот этот подклад, и на фоне подклада они, конечно, уже смотрятся более цельно. Вот, так они немножко, если одевать без подклада, немножко теряются. Вот, так что, по идее, по моей задумке, это должно выглядеть непременно вот так вот, чтобы это была такая цельная полосочка, да, с такой фактурой гофре и вот этими бусинками.
Вот, и когда я уже определилась с тканями, мне стало понятно, то есть я тут прорисовывала эскизы, и когда я уже рисовала эскиз, мне прям очень захотелось поиграться с рукавами. Я когда подумала, что вот эти, как сказать, элементы можно сделать из лент, то стала думать об основной ткани для рукава. И подумала, что хочется чего-то интересного и необычного, потому что вот подобные ткани, подобные рукава, ну вот сейчас я вам нарисую, думаю, вы многие знаете, про что я говорю. Нет, давайте здесь. Вот, когда я рисовала эскиз, вот так вот хотела сделать рукав, то есть, ну вот с такими вставочками. И когда вот уже определилась, просто я вам сказала, что не смогла найти эскиз, я подумала, что так здорово сделать вот эти ленты, они, причем, где они у меня? Так по ширине идеально подходит. Я такая думаю, прям, идеальный рисунок. И стала думать, что да, настрачивать их на ткань, но поигравшись, подумала, что с лентами вот так вот будет намного интересней. И после этого, да, я уже подумала, что на нижнем топике, а это сначала было платье, честно вам скажу. Это вот изначально я думала сделать такое полноценное платье. То есть вот этот низ, я хотела подшить сюда. Вот это, кстати, часть, это остаток от нижнего платья. Мне просто показалось, что это очень интересно. Будет торчащая сетка. И я срезала его не полностью. Это, к слову, о том, что какие-то идеи, они приходят спонтанно во время процесса. То есть я изначально не планировала такое делать. И вот если говорить о мастер-классе, например, такой сложной одежды, я думаю, мне было бы довольно сложно шить это в прямом эфире, да, потому что в прямом эфире мы бы шили платье, а потом на следующий эфир такая, я говорю, девочкам, извините, я сделала из этого топ и юбочку. Сделала я топ и юбку единственно потому что мне очень хотелось, да, чтобы платье, низ, подол обязательно выглядывал, но когда я начала баловаться с куклой, мне показалось это так мило и трогательно, какая-то юбочка коротенькая. В общем, решила сделать топ и юбку только из-за того, что мне понравилось коротенький низ, но если бы это было нижнее платье, то здесь, понятно, низ бы не был виден. Так я не хотела терять низ платья, и, само собой, недолго думая, я разделила платье и сделала из нее юбочку. Кстати, эта юбочка может быть полноценным нарядом. Вот, и опять же, будущий владелец куклы может использовать эту юбочку как вот такой полноценный аутфит. Да, вот просто вот так вот одев, я думаю, видите, смотрится очень интересно, и мне нравится то, что при такой коротенькой юбочке не закрывается вот этот узор. Эти яблочки я тоже очень люблю, кстати, они по ходу того, пока Белоснежка была у меня, все время дополнялись какими-то новыми узорчиками. Про узоры тоже могу отдельно рассказывать целый час в эфире, почему не всегда я воплощала те идеи, которые у меня были, что касается узора, потому что начинаешь раздумать, как это будет все гармонировать с нарядом, с образом. Но опять же, в тот момент я уже начала работать над подставкой, и я вообще люблю, когда кукла и подставка смотрится как одно целое. Вот, и, кстати,
Теперь я думаю, что может какой-нибудь кукле шить действительно такой очень нежный нарядик. Вот, ну, такой полноценный, может больше поиграть. С декором очень нравится мне вот эта сетка. Это прям моя последняя любовь в плане ткани, потому что я до этого не работала с ней, а если и делала, то только в качестве подклада ее использовала, да, или воротничка. И к моему удивлению, на самом деле, как полноценная такая воздушная юбочка, очень здорово смотрится. Я думаю, что и не только Белоснежке подошел бы такой наряд, но, наверное, любой из моих кукол. Всем пока-пока, увидимся в следующем эфире.